Психостения и паранойя. Это таких два типа личностей, которые, может быть, не самые актуальные, но сейчас все больше начинают ими интересоваться. Они оба считаются такими сложными, напряженными, какими-то тревожными. Но если психостеник больше боится постоянно ошибиться, то параноик постоянно переживает, что его кто-то может извне как-то обмануть или как-то на него напасть. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр-психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня я расскажу 5 ключевых различий между психостенией и паранойей. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первое отличие психостении и паранойи — это откуда исходит тревога. При психостении тревога исходит изнутри. Человек сомневается в себе, постоянно думает, правильно ли я поступил, правильно ли я собираюсь поступить, не совершил ли я ошибку. Человек с параноидными чертами постоянно сомневается в том, не собираются ли его обмануть другие люди. Вот человек что-нибудь купил и думает, мне всучили какую-то шляпу. Что-то вот другие люди против меня как-то, наверное, шепчутся. Что-то вот они как-то подозрительно ко мне относятся. Если происходит какая-то нестандартная ситуация, человек с психостенией прежде всего подумает, что, возможно, я совершил ошибку. А человек с параноидным типом будет думать, скорее всего, другие люди что-то накосячили. Кстати, вот это вот такой важный момент. Если вы смотрите мои видео, то можете написать в комментариях, в каких еще типах личности встречается такая ситуация, когда собственные ошибки человек как бы проецирует на окружающих. То есть другие виноваты, что я опоздал, не знаю, там были пробки, часы перевели, не знаю, свет отключили, я здесь не виноват. Это важный момент, чтобы просто понимать, что по одному критерию часто невозможно отличить разные какие-то психотипы. Вообще по одному критерию ничего конкретного человека искать нельзя. Можно просто этот критерий учесть и положить его в копилочку к другим критериям. Второе отличие психостении и такого параноидного типа — это отношение к собственным ошибкам и к чувству вины. То есть опять же в продолжение, что психостеник, как правило, склонен к самокопанию, самобичеванию. Могут быть такие вопросы в голове, не сказал ли я чего лишнего. Вот какая-то компания, он что-то сказал, все на него как-то посмотрели, и он это трактует как-то, что, наверное, меня неправильно поняли. Наверное, они как-то вот так подумали обо мне, что я, наверное, что-то не так сказал. Я, видимо, что-то вот как-то не сориентировался. В точно такой же ситуации, если человек с параноидным типом что-то сказал, все на него как-то посмотрели, он думает, конечно, они там что-то думают. Они как-то нехорошо обо мне думают. Это нехорошие люди, которые нехорошо обо мне думают. Это не я что-то не так сказал, это они неправильно поняли. Иногда человек с параноидными чертами может считать себя правым, даже если все факты говорят обратное. Предположим, человек пришел на какую-то встречу, он вроде как опоздал, но считает, что он пришел вовремя. Все вроде бы как, понимаешь, ты же опоздал. А он думает, нет, они, наверное, наверняка сговорились. Или они даже, может быть, не сговорились, а сейчас взяли и по месту решили меня как-то вот меня атаковать и заставить меня виниться, что я опоздал. Я же не опоздал. Это они все тут что-то подстроили. Третье отличие психостении и паранойи — это отношение к контролю и власти. Психостеник, как правило, контролирует себя. Вот он застряет в мелочах, куча перепроверок. Часто бывает, что психостенику сложно принять окончательное решение. Вот он долго взвешивает, он какие-то списки пишет себе за и против. Он контролирует себя. А параноик контролирует других людей, потому что вообще внимание человека с параноидными чертами, оно сфокусировано на окружающих, потому что окружающие — это такой, по умолчанию, возможный источник угрозы. Соответственно, параноидный человек контролирует всех окружающих, то есть не себя, а других нужно контролировать. Часто параноики бывают руководителями, причем это такие руководители, когда это для пользы дела все хорошо, а подчиненным можно только, посопереживать, что как им плохо с такой ситуацией. То есть параноик постоянно старается контролировать всех окружающих людей, потому что, как избежать этой угрозы возможной, которую они могут представлять? Нужно их всех контролировать. В быту такие параноидные черты могут проявляться в таком постоянном контроле. Вот тебя человек постоянно контролирует, куда ты пошел, куда ты пришел, что ты сделал, покажи, дай я проверю и так далее. То есть, вот эта ситуация, когда родители контролируют детей, а потом дети уже взрослые, родители все еще продолжают их так параноидно контролировать. Четвертое отличие психостении и параноидности заключается в отношении с людьми. Психостеник, как правило, очень удобный, услужливый, старается не конфронтировать. Почему? Потому что если психостеник начинает с кем-то как-то, идти в конфликт и выяснять отношения, он очень скоро начинает загоняться, начинает накручивать, что, возможно, я что-то неправильно сказал, возможно, я как-то человека обидел не по делу, возможно, он начинает накручиваться, внутрь. Он переживает по поводу того, как он себя вел, не совершил ли он какую-то ошибку. В случае с людьми с параноидными чертами они склонны к конфронтации, потому что эта конфронтация и так уже у них есть в голове. Все окружающие люди, они по умолчанию либо представляют угрозу, либо могут представлять угрозу. Соответственно, параноидный человек, соприкасаясь с каким-то другим человеком, будет конфронтировать для того, чтобы прояснить намерение этого другого человека. Вот я, например, смотрю на другого человека, он на меня смотрит, я себе мню, думаю, что он что-то против меня задумал или что он ко мне как-то нехорошо относится. Мне нужно с ним немножко повзаимодействовать, чтобы понять, что там у него в голове происходит. То есть психостеник накручивается внутрь, переживает, что я возможно, что-то не так сказал, и поэтому избегает конфронтации. А человек с параноидными чертами накручивается вовне, ему кажется, что другие люди
про него плохо думают. Соответственно, он через конфронтацию проясняет эту свою такую параноидную гипотезу, что ли. Пятое отличие психостении и параноидности заключается в глубинном страхе, назовем это так. Если психостеник, он переживает, что он может потерять контроль над собой, потерять лицо, что он попадет в постыдную какую-то ситуацию, что он будет недостаточно хорошим. А параноидный человек переживает, что он будет публично унижен другими людьми, возможно, как-то изгнан, деклассирован, что он потеряет свою власть и статус. Соответственно, психостеник и параноик, опять же, даже их страх, они спроецированы у психостеника больше вовнутрь, у параноидного человека больше вовне. И психостения, и параноидность проживаются как, знаете, такой повышенный уровень тревоги. И также надо понимать, что в этом видео я с такой иллюстративной целью описал такого идеального психостеника, идеального параноидного человека. Хотя в реальности, как правило, это такие включения в яркий букет нашей личности. Может быть, психостенический шип, там, параноидный радикал. То есть это черты личности наряду с другими чертами личностями. Что здесь надо понимать, что если у человека есть психостенические черты, то нужно работать над снижением самокритики, снижением самотребовательности. Возможно, стоит поработать над этим застреванием. Если мы говорим о параноидности, то здесь важно работать с этими жесткими защитами, связанными с внешней подозрительностью. Можно постараться поискать причины, почему человек именно таким образом выстраивает свое взаимодействие с внешней средой, в частности с окружающими людьми. Если вы узнаете эти черты у себя или у кого-то из близких, то вы можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Ну и, конечно, я вам буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом, если вы с кем-то сталкивались с такой ситуацией или в себе что-то находили. Это какая-то мнительность, самокопание, которая прямо иногда достигает таких каких-то гротескных размеров. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.